Привет, друзья! Гамардёба! Так по-грузински будет «привет» или «здравствуйте». Как вы уже, наверное, догадались, мы с вами находимся в Грузии. Это будет первый влог из Грузии. И напомню для всех, кто здесь в первый раз, что это влоги для тех, кто изучает русский язык. Если вы учите русский язык, то добро пожаловать! Сегодня я хочу вместе с вами поехать в один торговый центр, потому что, во-первых, мне нужно закупиться разными вещами, а во-вторых, хочу показать вам, как выглядит одна из частей Тбилиси, города Тбилиси, это столица Грузии. В общем, как выглядит часть города. И как выглядит торговый центр, и вообще, как выглядит все вокруг. Сирень. Это сирень. Моя жена Юля просто без ума от сирени. Она обожает сирень. Кстати, именно так и называется вот этот цвет. Он называется сиреневый. Мы часто употребляем это слово, и вот вы можете видеть, почему сиреневый цвет называется сиреневым. Потому что есть такое, ну, я не знаю, это дерево или это куст, называется сирень. И когда сирень цветет, то посмотрите, какие красивые цветы и аромат. Сирень благоухает. Сирень очень приятно пахнет. А вот такой вот у нас потрясающий вид из окна. К сожалению, сегодня туман, идет мелкий дождь, дождь моросит, и не видно, ничего практически не видно. На самом деле вот там горы, но их сейчас не видно из-за тумана. Горы скрыты туманом. Вот. А в эту сторону, кстати, тоже горы. Здесь гору видно. И туда, кстати, можно, я так понимаю, забраться. Вот здесь идет тропинка, туда вот куда-то наверх. И там, ну, я надеюсь, что можно будет подняться в горы и гулять. То есть прямо рядом с нашим домом, с нашей квартирой находятся горы доступные. Можно ходить в хайкинг или в трекинг, или можно ходить в походы. В общем, классно, очень классно. Вы можете спросить: Макс, ну подожди, ты же был в Испании. Какая Грузия? Почему ты вдруг в Грузии? Действительно, жизнь непредсказуемая штука. И хоть мы с Юлей 1000 раз говорили, что все, мы не хотим больше ездить, мы не хотим больше путешествовать и переезжать, кочевники, которые живут внутри нас, всегда побеждают, и нас всегда тянет в дорогу. Но это романтическое объяснение. По факту, конечно, есть более рациональные причины. Одна из них – это то, что здесь, в Грузии, удобнее встретиться с моим сыном, который через месяц примерно приедет сюда. Но об остальных причинах, почему мы уехали из Испании, я говорил вот в этом подкасте. Ну, он будет в описании к этому видео. Можете послушать. Этот подкаст доступен только для подписчиков membership программы. Так что, друзья, подписывайтесь на membership программу, учите русский регулярно и узнавайте обо всем первыми. Вот так, кстати, выглядит наша квартира. Здесь санузел, ванна, даже с гидромассажем, но, честно говоря, я им не пользовался. Мы только приехали, буквально пару дней в этой квартире, мы еще не успели разобрать чемоданы, сумки. Помните, если вы помните, в Бразилии, когда мы были, я говорил, что все, это будет последнее путешествие вот этой вот безразмерной огромной сумки. Но что вы думаете? Нет, она пережила еще один переезд, хотя она уже
уже такая с дырками, но она пережила еще один переезд, и это просто замечательно. Здесь огромная лодка, которую мы привезли с собой. Ой, да. Короче, надо разобрать вещи. А вообще вот такая у нас квартирка. Довольно милая, довольно просторная, я бы сказал, очень просторная, с техникой, даже посудомойка есть, это просто фантастика. С 2 спальнями, здесь спальня Сабрины, у нас, конечно, тут бардак сейчас, там вот наша с Юлей спальня, и там же находится мое рабочее место, я вам покажу, вот так, видите, кровать не заправлена, ай-яй-яй, но я ее, конечно, заправлю сейчас. А вот здесь мое рабочее место, такое минималистичное, но зато можно смотреть вот туда и видеть потрясающие горы. Такой вот вид у нас из окна. Вот здесь вот частные домики. Там припаркован мопед и какой-то мотоцикл. А вот там, кстати, сирень. Можете видеть вот этот зеленое дерево или куст, я не знаю. Наверное, дерево, хотя может быть и куст. Короче, это сирень. Но ладно, пора выходить на улицу. Там меня уже ждут Юля с Сабриной. Так, выключаем свет. Опа. И выходим в подъезд. Так, опа. Ну, скажу честно, подъезд, конечно, не такой приятный, как квартира. Вот так вот все выглядит. Ну, честно говоря, так себе. Но окей. Самое главное, что у нас есть лифт. Интересно, что в Тбилиси многие лифты платные. И нужно положить монетку в специальный аппарат, чтобы пользоваться лифтом. Но наш лифт бесплатный, обычный. Точно такой лифт с точно такими же кнопками был у меня в Санкт-Петербурге. Я помню, что еще всякие дети, подростки любили поджигать зажигалкой вот эти кнопки, и они всегда были вот такие опаленные. Видите, опаленные. Но только здесь чуть-чуть одна кнопка опаленная, а в моем доме там вообще была каждая кнопка практически черная такая. Вот, здесь у нас подъезд, тут какие-то счетчики стоят. Ну и, в общем-то, вот так вот все выглядит. Давайте выйдем на улицу. Кстати, если вы не знали, как выглядит грузинская письменность, то выглядит она вот так. Вот так выглядят надписи на грузинском. Вот здесь и здесь. Здесь написано на английском, а здесь, наверное, это же написано на грузинском. Я, конечно, ничего не могу прочитать из этого. Ну, в смысле, я могу прочитать на английском, но на грузинском я не могу прочитать, что написано. О, я вижу Юлю. Она меня ждет. Ой, как раз вот там вот. Сейчас нужно пройти туда. Главная проблема этой улицы, ну и на самом деле многих улиц Тбилиси, это то, что очень неудобно ходить, особенно с коляской, потому что тротуар есть не везде, и очень часто вот такие бордюры, и просто пропадает в какой-то момент тротуар, и сложно передвигаться. Вот, в этом есть, конечно, некое неудобство, но ничего страшного. А вот здесь, например, овощная лавка. Ой, вот и Юля там. Юля, привет! О, Юля показывает на клубнику. Наверное, она хочет купить клубнику. Так, сейчас я подожду, пока проедут автомобили. Оп, оп, так, и пройду.
Давайте посмотрим. Юля, нет, Юля, наверное, не решила брать клубнику, но вот так выглядит клубника. Не знаю, хочется верить, что это местное, но я, честно говоря, сомневаюсь. Но выглядит хорошо. Интересно, сколько она стоит? 15 лари. Это где-то 5 евро. Азиатский магазин. Мы в него заходили вчера. Там очень-очень много товаров из Китая. Такое ощущение, что ты оказался в Китае. Очень прикольно. Вождение тут, конечно, сумасшедшее. Просто машины едут... Так, проходим красный здесь. Нам светофора нет, ладно. Вот, машины ездят как сумасшедшие. А еще большая проблема, с моей точки зрения, это самокаты. Потому что самокаты ездят по тротуарам, где ходят люди. И, например, за 2 дня мы уже видели 2 аварии. Первая авария – это просто 2 машины столкнулись. Вторая, скажем, авария – это чувак ехал на самокате и просто упал и прокатился по асфальту. Потом встал и начал тереть свои ноги, колени. Очевидно, было больно ему. Вот. Но он ехал без шлема, вообще просто несся по улице. Безумие, конечно, безумие. А вот еще хочу вам показать вид с прекрасного моста. Вот здесь мост, и вот там вот внизу город продолжается. Там как раз самая такая приятная часть района Ваке. Я не знаю, Ваке или Ваке. По-моему, он называется Ваке, но я не уверен. Смотрите, какой тут красивый дворик. А вот это дома, наверное, еще советской эпохи. Блин, они везде такие стрёмные, что в России, что в других постсоветских странах. Прям не знаю. Но мы сейчас идем к метро. От нашего дома до ближайшей станции метро примерно 25 минут ходьбы. Поэтому мы идем к метро, и дальше на метро мы доедем до вокзала. До вокзала, потому что в здании вокзала, насколько я понимаю, находится и торговый центр, куда мы едем, чтобы купить некоторые вещи. Сколько надписей, друзья. Сколько надписей разных. Но многие я, конечно, прочесть не могу, потому что они на грузинском. Но те, что не на грузинском, читаются вполне себе однозначно. Так, куда нам надо идти? Интересно. Надо посмотреть на карту. А вот здесь известная фраза. Да. И снова самокаты. Кстати, интересно, что самокаты Яндекс.Гоу. А вот здесь надпись на грузинском дублируется надписью на русском. Можете прочитать. Григорий Захарьевич. Григорий, он же Гиго. В общем, до метро, конечно, 20 минут, но, честно говоря, с коляской до метро идти минут 40, если не больше, потому что ты не можешь просто нормально идти с коляской. Вот. Поэтому надо думать, может быть, все-таки пользоваться автобусами, если нам нужно куда-то поехать, потому что... Так, Юль, тебе помочь? Да. Все нормально?
Ладно, хорошо. Вот, потому что, конечно, да, ходить так с коляской каждый раз по 40-50 минут. Ой! Блин, да? Да, вы это сделали. Да, давай. Давай. Травка, вон нет, Юль, не очистилась. Но сейчас будем как-то это чистить. Мы уже пришли к метро. Здесь где-то находится станция метро. Я так полагаю, она вот там вот внизу. На самом деле здесь идет, видите, внизу довольно большой проспект. И я думаю, что мы неправильно сделали, что пошли кратчайшим путем. Пошли по вот этой вот улице, по которой мы сейчас идем. Нужно было просто нам спуститься вниз и идти по проспекту. Скорее всего, тогда дорога не была бы такой мучительной. В общем, на обратном пути мы так попробуем и сделать. А тут, смотрите, какое интересное здание. Вау! Вау! Очень интересное. Советская архитектура и памятник, и станция метро Руставели. Кстати, самая глубокая станция грузинского метрополитена, 65 метров в глубину, и была, как вы можете догадаться по ее виду, построена еще в советское время, по-моему, в 1966 году. Хотя вот здесь на этой мозаике я вижу 1965 год, может быть и 65 год. Блин, ребята, реально, я прям вспоминаю питерское метро, я там так давно не был, но я помню всю эту отделку, эти эскалаторы. Вот ровно так в Питере выглядело метро, когда я был маленький. Ну, то есть вся вот эта отделка, вестибюль выглядит вот так. Сейчас нужно разобраться, как нам купить билеты. И самое главное, как нам спуститься с коляской, потому что, ну, конечно, в то время не проектировали станции с лифтами, поэтому спускаться нужно каким-то образом на эскалаторе с коляской. Боже мой, да! Давно я не видел такого глубокого метро. Обалдеть. Реально, это какой-то флешбэк. Просто в мое детство, ну как в детство, в юношество, когда в Санкт-Петербурге я каждый день ездил в университет. И я помню, что эскалаторы были действительно длинные. И, потому что метро в Санкт-Петербурге очень глубокое, то есть каждая станция, она примерно вот такая по глубине. И обычно люди стоят на эскалаторе и читают книгу. Я тоже читал книгу, ну, книги разные, читал книги. Прикольно. Прям реально ностальгия. Только я помню, что раньше вот в этих местах, вот видите, вот в этих местах, сейчас они просто закрыты заглушками, ну, в Питере, по крайней мере, в этих местах стояли такие круглые цилиндровые, ну, в виде цилиндра лампы, и они как раз светили. Но я думаю, что их убрали здесь и сделали свет наверху, потому что, ну, наверху уже новые лампы, а я думаю, что они были раньше здесь, так же, как и в Питере. Ребята, еще один момент. Видите, вот эта женщина, которая сидит в будке в маленькой, это вот смотрительница эскалатора. И в России, я не знаю, сейчас есть ли, но раньше всегда тоже были такие работники, которые сидели практически, ну, я не знаю, как они работают в плане, сколько часов они там сидят в этой будке, но, ну, то есть ты сидишь и смотришь за эскалатором, следишь за безопасностью. Не знаю, это так прикольно. Интересно вообще. Так, нужно понять нам, в какую сторону нам ехать. Так, здесь или
Или нам в другую сторону? Такие колонны. Посмотрите, какой толщины здесь камень. Ну, я не знаю, это мрамор, наверное. Посмотрите, какая толщина. Вот это да. Вечно. Просто это будет здесь стоять вечно. Так, вот так выглядит станция Station Square, то есть площадь, вокзальная площадь, по сути, или привокзальная площадь. И здесь уже вы видите, что эскалатор гораздо короче, раза в 3, наверное, если не в 4 раза короче. Таких станций в Петербурге очень мало. Обычно там станции глубже. Ну, может быть, новые станции, они уже не делаются такими глубокими. Если вам интересно, транспортная карта стоит 2 лари. Это где-то 70 центов. И одна поездка на метро, и, я так понимаю, на любом транспорте будет стоить 1 лари. Карта универсальная. Вот здесь будет фотография с подробными тарифами. Вот. А покупал я это все в кассе на английском языке, потому что старшее поколение часто здесь, в Грузии, владеет русским, в большинстве своем, я бы сказал. Но молодое поколение, люди, скажем так, до 40 лет, обычно не владеют русским, но они часто говорят на английском. Поэтому здесь ты используешь либо русский, либо английский, в зависимости от ситуации. Ну и, конечно, базовые фразы на грузинском, которые мы начали учить. Так, выходим из станции. Тут у нас маленькие кролики и торговые ряды. Хот-доги. Ой, Юль, тебе это ничего не напоминает? Какое все родное. Так, нам нужно найти торговый центр. Привокзальная площадь тоже напоминает мою станцию метро. Когда я был еще студентом и ездил в университет, то тоже, когда я выходил из метро, были разные торговые ряды, все продавали, какой-то рынок. Потом все это, конечно, убрали, потому что это была такая полулегальная торговля в то время. Вот. Поэтому тоже такие флешбеки. Мы нашли здание большое, кажется, что это здание вокзала, и, наверное, здесь находится торговый комплекс, я предполагаю. Мы приехали туда, куда нужно. Здесь находится большой магазин с техникой. Нам здесь нужно купить кофеварку и фильтр для воды. Сейчас пойдем искать, потому что в ближайших всех супер- и гипермаркетах мы не смогли найти фильтр для воды. Надеюсь, что здесь нам повезет. Здесь большой торговый центр, снова эскалаторы, но уже современные. И мы поднимаемся выше. Сначала нам нужно найти туалет, а потом пойдем искать кофеварку. Но вот так вот выглядит торговый центр. Здесь много местных магазинов, ну и разных популярных магазинов типа H&M, Waikiki и тому подобное. Мы пришли на фудкорт. Здесь на верхнем этаже находится буфет, можно поесть. Ну, я даже неправильно выразился, тут нет фудкорта как такового, здесь просто буфет. Но посмотрите, какой здесь фантастический вид из окна. Ты видишь поезда, которые приходят и уходят. Вокзал, горы. Красиво? Мы не устояли и взяли 2 грузинских пирога. Этот вот с бобами. А у Сабрины можно? Можно показать твой?
Спасибо, Сабрина. А у Сабрины с картошкой или это с сыром? Картошка. А, с картошкой, да. Очень вкусный. Сабрина, можно укусить? Потому что грузинская кухня невероятно вкусная. Просто все национальные блюда невероятно вкусные. Да, это правда. Это моя мама. Это моя... Да, каждый раз, когда сидишь на вокзале и видишь железнодорожные пути, хочется сесть в поезд и куда-то поехать. Эта болезнь не лечится. И тебе нужно, Сабрина? Поедем вместе? Ну что ж, нам удалось купить кофеварку. Это обычная дешевая кофеварка для того, чтобы сделать американо. В Испании у нас была такая сложная достаточно кофеварка. Чтобы делать эспрессо, нужно было прям потратить 20 минут, чтобы приготовить кофе. Честно говоря, непозволительная роскошь по времени. Хотя кофе получался вкусный. Но в Аргентине мы использовали обычную такую кофеварку, фильтр кофеварка, наверное, или капельная. Я слышал такое название — капельная кофеварка, которая просто делает тебе простой, ну, не знаю, американо или, наверное, это называется американо. Простой кофе. Но это быстро, он всегда горячий, удобно. Единственное, чего мы пока не нашли, это фильтров. Нам нужен фильтр для воды, потому что вода здесь очень жесткая и очень много накипи образуется, очень много. Вот, поэтому хочется ее очищать. Нужен фильтр. Ну и по мелочи еще какие-то вещи. Но самое главное было купить кофеварку. Все остальное в квартире есть, все, что нужно, поэтому минимальное вложение в этот раз. Ну а я с вами, друзья, прощаюсь. До следующего раза. Увидимся.